Доброе утро! Ночка была тепленькая, спалось хорошо, несмотря на угрюмое место. Сегодня еду в город Черчен. Порядка 300 или 350 километров. Но сначала надо выехать из этой задницы. Вчера так растрясло, что у меня под задним сиденьем были болтики сложены в такой мешочек. Этот мешочек развязался, болты все разлетелись, половины болтов нету. И самое неприятное, что там были такие саморезы для ремонта шин. То есть такой саморез, он прорезиненный. Если какая-то дырка, ты его закручиваешь, даже на монтажа доехал, там тебе сделали как положено. Остался только один. Дай бог, чтобы и не понадобился. И вообще, чтобы болты эти не понадобились, которые я потерял. Надо все в мотоцикле закреплять так, чтобы оно не двигалось. Клей, ПВХ для ремонта, кофр тоже там прыгал под задней сидушкой, протерся, вытек. Я как-то в этом путешествии расслабился. Раньше я брал каждый этот тюбик, чем-то перематывал, а этот раз все покидал и поехал. Так, на самом деле, мне не 300 километров сегодня проехать. Мне сегодня больше, чем 400. Я ж забыл, что вчерашний маршрут не пройден. Мне еще 150 километров, чтобы доехать до места ночевки, где я должен был ночевать вчера. И сейчас я поеду к озеру. Если в нем есть вода, то дорога будет идти прямо посередине озера. И на фотках было красиво. Но это если будет вода. В любом случае поеду, потому что кроме этой локации за сегодняшний день может вообще ничего интересного не случиться. Пустыня и все. Чувствуется, что спустился с гор. Утро, уже 19 градусов. Вчера посмотрел, где заборник воздушного фильтра. Там же прям фильтр. В самой нижней точке под сиденьем. Причем через него, мне кажется, даже фильтр виден. Это нифига не для тур-эндуро выход. Слишком низко. Вот по-хорошему хочешь ездить через броды, вот это надо переделывать. Выше, а туда, блин, от переднего колеса как раз там волна сходится, когда вброд идешь. Так что пока это не полноценный тур-эндуро. До этого, я так понимаю, что этот мотоцикл делали как просто турист. Видом получился как тур-эндуро, и народ его начал воспринимать как тур-эндуро. Сейчас они начали их переделывать его в тур-эндуро. Я думаю, что дойдут руки и до фильтра. Пыли, конечно, в этом месте нет. Вот эта вот часть вот внутри самая такая непыльная. Так, ну что, заправка, посмотрим, заправят или нет. Так, наверное, тут мотоциклы заправляют. 92-й бензин. Я не понимаю. Цимбудон. Куда? А, вон туда. Сейчас начнется, короче. Дали канистру. Сказали, иди. Я пришел. 15 литров, 92-й бензин. Я не знаю, что я буду делать, если он мне не влезет. А, есть 2-литровая, точно. Одна пустая. Что-то там решают, короче. Думают, заправлять или нет. Чувствую, я сейчас буду выливать свою воду и заливать туда бензин. Цимбудон. Там литров 7 надо было брать, не больше. Он мне явно говорит, что нельзя переливать бутылку. Типа я не понимаю и перелью. За что? Терять 3 литра бензина. Еще литр все равно там остался. У меня уже нет. Подарок этому охраннику получается. Там литр или 1,5, хрен его знает. Системы возврата нету. Получается, где-то охраннику оставил. Вот тебе и пустыня. Фермеры или колхозы сделали с нее зеленый оазис. Тут везде каналы проходят с водой. Везде трубы, каналы. Только поэтому тут что-то растет. Вот вырубили и все сразу. Песок и ничего.
А там кукуруза, там где орошается. Мне даже нужен бензин не потому, что заправок мало, а потому, что мне сказали, что есть где-то места, где вообще не заправляют мотоциклы, если ты не из этой области. Я уже спустился с гор, высота 880 метров, и двигаюсь в сторону пустыни Гоби. Скоро постепенно вся эта растительность пропадет и начнутся барханы. Пересеку пустыню и буду двигаться в сторону Казахстана. Туда, ближе к Алма-Ате. До самой границы не поеду, может, километров 100 останется до Казахстана, и поверну уже направо, в сторону Монголии. Но все это не скоро. Еще несколько тысяч километров по пустыне. Вот по карте я уже еду по воде. Вот это вот с двух сторон должно было быть озером. Это только первое. Возможно, все-таки где-нибудь вода случится. Растительность пошла. Слушай, может и случится все-таки вода. Очень сухой воздух. Прям как только начинаешь говорить, о, вода, ё-моё, уточки плавают. Как только начинаешь говорить, сразу сохнет во рту. Вот она, пустыня Гоби. Как помню, в Монголии было то же самое. Только начинаешь дышать ртом, язык начинает приклеиваться к небу. Так, а это еще, тут вода, тут влажность. То есть то ли еще будет. Все-таки вода есть. И похоже, что она здесь всегда. Потому что утки живут, и чайки. Жирности всякой хватает. Все, остановимся, потому что оно небольшое. Сейчас оно и закончится. Хоть постоять у воды. Сижу тут с перевозчиком, сразу угостили сигаретой. Вот у них такая манера. Хочешь поговорить, наверное, сначала угости сигаретой. Я так понимаю. Перевозчик не работает, нет связи здесь. Необычно для пустыни, да? Кругом пустыня, пустыня. Тут уточки плавают. Свежесть такая. Хорошо. Дорога уже километров 30 тянется, ни единого поворота. Просто вот как линейкой так прочертили, но пока еще хоть какая-то зелень встречается. Очередной какой-то пропускной пункт на въезде в город. Вот вчера я должен был ночевать в этом городе. Нихау. Нет, только спросили, куда едешь, и так как не в этот город, без регистрации обошлось. Нет, решили, что ни хера. Короче, один сказал, давай едь, второй решил, что ни хера. Что-то кому-то звонят уже. Непонятно, с кем-то общаются, думают, что со мной делать. Начали проверять водительские права, все документы перефоткал просто на телефон, и я так понимаю, он особо не понимает, что со мной делать. Меня сфотографировал вместе с мотоциклами, номерами и поехал. Город Роукюан, если я правильно читаю. Я в него заезжать не буду. Так давно этих городов не было, что и не хочется даже заезжать. Это вот по самой окраине. Вот и все. Въехал и сразу выехал. Свернуть к железнодорожному мосту. Это хоть какая-то тень. Да, хоть немного просто остановиться, в тени побыть. Еще утром сделал себе бутерброд с ветчиной, сыром и хлебом. Заварил себе кофе, молотый, вкусный такой, кстати. Это вот один из подписчиков мне презентовал кофе
вот таких вот маленьких упаковках. Получается как обычный кофе, натуральный, вот с кофеварки. Вообще классная штука. Спасибо тебе за это, я оценил. Кофе, кстати, хорошо поднимает настроение, хоть и ненадолго. Посмотрим в жару, как кофе. Чай в жару хорошо, а кофе не знаю. Сейчас такой смотрю, думаю, что-то у меня как-то масло на бардачке, на кофре разбросано от цепи. Рассматриваю, думаю, откуда оно взялось. Еще не было, не разбрасывало у меня никогда. Смотрю на цепь, я даже сразу не понял, в чем дело. Думаю, что цепь видна? Раньше я этого не видел. А вот что. Брызговик цепи разломало. Я так понимаю, что открутился вот этот вот болт, и потом вот на бездорожье он куда-то попал. Так что теперь начинает разбрасывать, и вон там, вон наверху тоже. А так вот колесо чистое, на колесо не попадало никогда. И даже вот начало на кофры немного попадать. Я вот это вот первое заметил, думаю, ну ладно, я там смазывал, давал принудительную подачу, может переборщил, поэтому... Из-за того, что раскрутился вот этот вот болт, его и сломало. Не раскрутился бы, не сломало. А я вот заметил, что реально болты в вадже закручены слабо. Все, что я откручивал, все всегда так чик от руки легко откручивается. В принципе, это первый болт, который открутился самостоятельно. Зеркало, то, что открутилось, я его сам прослаблял, чтобы при падении не сломало его, а оно немного двигалось вместе с рукояткой. Буду ездить так, где я возьму сейчас этот брызговик. Это если только Максима просить, чтобы он заказал и в какой-то сервис воджевский по пути отправил. Еще какой-то пост. Михал. Не понимаю. Цимбудон. Иногда вот это не понимаю. Прокатывает. Я, короче, до последнего тяну, не показываю, что у меня есть переводчик. Только когда уже вижу, что сам полез что-то там искать переводчик, да, я говорю, все, вот, говори в телефон. Какой-то небольшой городок, Вашхай. Но, опять же, это если я правильно читаю. Они все вот эти города, они такие современные, тут старины. Я никакой не вижу. Ну, где-то, может, и есть чего-то, что должен был он построиться именно здесь. В городе хоть деревья есть, сразу так поприятнее ехать становится. По трассе прям пустота, и все, ничего нет. Хоть бы какие-нибудь горочки, какие-нибудь камни торчащие. Ничего. В Саудовской Аравии, мне кажется, пустыня покрасивее была. Там хоть барханы были, какие-то интересные образования песчаные. Полчаса где-то стояли, не знаю, может, у них там какой перерыв был или что. Сейчас что-то потихоньку поехали. Не знаю почему, но он меня пропустил. Они машины тут проверяют, а мотоцикл что-то нет. Как ни странно, наоборот. Ехал в город Кварга, наверное, так он называется. Нашел здесь гостиницу, но решил, что сначала я поеду на заправку, потому что с заправками целый квест здесь, и не хочу откладывать это на завтра. Надо было перед городом по-хорошему заправиться. Вот гостиница, ну да, вот это вот моя гостиница, а я потом сюда вернусь. Я, честно говоря, что-то сомневаюсь, что тут будет заправка, но... А это вообще заправка газовая. Только газ. Поеду-ка я на выезд из города. О, тут центральная площадь какая-то. Поеду я на выезд из города и там заправлюсь. А потом уже в гостиницу. Потому что завтра, тяжелый день. И с утра тратить, может, час времени на то, чтобы заправиться, не стоит. Номера протерли мои. Сеся.
Номера фотографируют. Сейчас будут думать, что делать с этим. Не все так просто. Я же говорил, что можно полдня потратить на заправку. Принес эти 2 банки, 15 литров беру. У меня уже там все заморгала лампочка. Должно войти. Пока я там ходил, человек заполняет какие-то бумаги, там паспорт мой записывает. Россия. Ой. Surgery. No. Байлос. Байлос, а? Ага. Байлос. Байлос, Беларусь. Так, один квест пройден, теперь второй. Заселиться в гостиницу. Так, я увидел, что тут хлеб продают. Решил попробовать их лепешки. Мне кажется, что должны быть вкусные. Парочку возьму. Не знаю, пахнет очень вкусно, поэтому сначала сказал 2, а потом говорю, не, давай 3. Я уже столько времени не ел. Ох, какой он горячий там. Сейчас у меня там камера перегреется нафиг. Квест номер 2. Заселиться как-то в гостиницу. Ну что, в итоге минут 40 оформлялся номер. 115 юаней стоит. В принципе, такой довольно просторный, но ничего особенного. Туалет без двери. Когда-то было, но выломали. В принципе, что надо есть. Даже фен есть. Сейчас чаю сделаю с хлебом. Я уже понадгрыз его, такой вкусный. Просто капец. Подсыхает, надо есть быстрее. Даже не успел чай завариться, уже жрать хочу, аж не могу. Надо сходить куда-нибудь поесть, но я так хочу есть, даже не могу просто на это смотреть, надо есть. С ветчиной эта булка вообще классная. Завтра тяжелый день. 700 километров по пустыне. Надо выспаться. Думал постирать еще что-нибудь. Ну, вот это надо постирать. Штаны, наверное, постираю завтра, мокрые одену и все. Решил разобрать фильтр, посмотреть, попала ли туда вода. Не попала. Но, может, если и попала, то храм какой, особо ничего не видно. Так вообще он весь чистый. Но это внутренняя его часть. Ну, там вот внутри я посветил туда, там тоже чисто. В принципе, пыли он не хватанул, как ни странно. Доброе утро! На сегодня задача пересечь пустыню Такламакан и доехать до города Аксу. В некоторых источниках пишут, что эта пустыня Такламакан относится к пустыне Гоби. И я тоже так считал. Но посмотрел, вот когда я только спустился с гор, я краешком задел пустыню Гоби, и дальше это уже идет пустыня Такламакан. Ну, в общем-то, и то пустыня, и получается, что я просто из одной пустыни выехал в другую. Главное пересечь пустыню. Она примерно 400 километров в ширину и где-то 700 в длину. Моя задача пересечь ее в ширину. И где-то там даже в пустыне есть заправка. Если заправка будет, поеду быстро. Не будет, значит поеду медленно, и возможно в этой пустыне придется заночевать. Люди уже не так сильно похожи на китайцев. Даже где-то европеоидные черты уже просматриваются. Проеду чуть-чуть через город, хотя навигатор меня ведет в другую сторону. Ночевал рядом с военной частью, так что просыпался под горны и крики. Гоу-гоу-гоу, гоу-гоу-гоу. Короче, все как у нас. Только встают они, в 7:30 у них подъем. Вот тут уже эти автодома чаще встречаются, чаще вообще туристы. Вот, 9 утра, то есть должен быть самый трафик. Понятно, что это не большой город, не миллионник, но, в миллионниках всегда все спокойно, нет какого-то дикого трафика. Дети в школу идут, на перекрестке специальные такие мосты, там с автобуса их встречает полиция.
чтобы они вот по этот мостик и пошли туда. А вот там вот огромная такая школа. Если посмотреть, у нее там 1, 2, 3, 4, 5 корпусов. Такое похоже, что одна школа на весь город, но очень большая. Блин, конечно, дороги широченные для маленького города. Построено с запасом. Китайцы предполагают, что их будет еще больше. Полиция с какими-то дубинами, блин, стоят. Кого они бить собрались? Вообще по всей стране довольно много всяких коммунистических лозунгов. Но жизнь устроена совсем не по-коммунистически. Обычная рыночная экономика. Китай собирается построить коммунизм, но они говорят так: да, мы собираемся построить коммунизм, когда придет благоприятное для этого время. Вот за город выехал 12 градусов, а днем ожидается 35. Это вот даже не в пустыне, а в этом городе. То есть, а у меня в пустыне, возможно, будет и 40 сегодня. 70 километров только проехал, и опять какой-то пост. Или что это? Или это выезд на платную дорогу? Не, полицейский пост. Финале. Аксу. Арасу. Паспорт? Сейчас. Паспорт, техпаспорт, номер телефона. Куда едешь? Откуда едешь? Все. Сворачиваю на второстепенную в пустыню. С-233. Сколько? 422 километра длится эта дорога. Надо остановиться вон в теньке. Надеюсь, я выйду потом с этого песка. Ох, них себе можно и не выехать вообще-то. Зря я сюда заехал. Мелкий песок. Вот это я заехал. Он даже вниз не едет. Все, он сразу сел. Охренеть. Как отсюда выехать теперь? Сейчас его буду тащить на себе. Заехал, твою мать, в тенек. Спустил колеса почти в ноль. Попробовать тронуться. Но он такой мелкий, что я не знаю. Так и назад не уедешь просто. Не, проще, наверное, его назад пытаться. Ладно, попробую вперед. Все, зарывается. И все. И едет. Надо вытаскивать. Просто руками тащить его на горку. С полным баком. Еще не заехал, сука, в пустыню, уже застрял. Твою мать. Как глупо. Вот это я заехал. Тенек. Тут бы кто ехал, что ли? Вот тебе кажется, до твердого грунта метр. Как ты один тут вытащишь? Нашел какой-то кусок жести. Не знаю, поможет им или нет.
Я его туда он обратно. А мог бы ехать себе спокойно. Нет, надо было в теньке стать. Все, выехал, ё-моё. Бензин с одной бутылки протек. Одна пробка была. Плохая пробка. Ее сильно не закрутишь. У них такие пробки на полоборота закрываются. Вот одна бутылка именно такая. Полоборота. Ну, вроде стекло все. Так, все ясно. Это говорит о том, что с дороги не съезжать больше. Блин, я как вспомню пустыню Гоби в Монголии, когда я забрался, блин, за 200 километров от населенного пункта, вот такие вот пески. И за целый день смог проехать только 15 километров. Это что-то, блин. В середине этой пустыни есть перекресток. И мне типа левее, а дорога уходит вот так вот вдоль пустыни еще одна. Уже начинаются, блин, заносы. А я еще, считай, не заехал в нее. А уже побарахтался и бензин потерял. Драгоценный для этих мест. Но воды у меня теперь сколько? Почти 5 литров воды. Ложат какие-то квадратики из пластика. И то ли посажена вот эта трава, то ли просто вторгнута, непонятно. Вообще китайцы борются с наступлением пустыни. Будут большие насаждения, каналы проделывают, пытаются орошать это. Потому что если эта пустыня, это считается низменностью, стоит на месте, то Гоби развивается. Поставил себе метку, где, возможно, самые высокие барханы, и попытаюсь там прокатиться с бархана. Нашел, короче, кусок какого-то старого ламината, он уже, конечно, на картон похож, но попробую, потому что просто на заднице я уже 2 раза пробовал, не едет. Даже какой бы там крутой склон не был, нифига, этот песок осыпается, задница утопает и все. Вот такая пустыня с барханами мне нравится. О, даже парковка с туалетом, наверное. Ну да, парковка с туалетом. Курить нельзя на этой дороге. Кстати, в горах тоже везде были знаки. Курить нельзя. Только какой-то одинокий байкер. На Харлее, что ли. Ну или какой-то китайский чоппер. Прикольно, блин, на всю пустыню. Никого и 2 мотоциклиста. 2 придурка, которые решили проехать через центр пустыни. Вроде бы как вот в этом месте самые такие крутые барханы. Сейчас надо смотреть. Где тут, с какого можно съехать вниз, чтобы покруче было. Пусть не высоко, но главное, чтобы вот, типа вон там он уклон был хороший. Они маленькие. Это не в Саудовской Аравии, блин, где метров 150 высота была этих барханов. А потом вот после этого места они уже становятся ниже. Вон на тот, вон, наверное, надо сходить. Вон тот высокий. Да, там должны быть хорошие. О, пойдет. Так, на обочину сильно не съезжать. Пошли прокатимся на барханах. Я взял вот доску такую. Надеюсь, я все-таки съеду, потому что раньше я пробовал и в Монголии, и в Саудовской Аравии. Нифига на заднице не едет. Закапываешься в песок, проваливаешься и все.
Вот на этот вот хребет поднимусь и там как сигану, наверное. Идти, конечно, можно, но так, 2 шага за 1, так как он очень хорошо съезжает. Иду прям в сапогах, но все равно будет песок, как правило, я уже знаю, даже в трусах. Фу. Тяжко. О, зато какой вид, а. Офигеть. Красотища. Охренеть, какой спуск. Ну что, погнали. Я установил камеру. И если все получится, то придется опять за ней подниматься. Поехали. Эй-эй-эй. Не, такая же херня, ни хера не едет. Давай, блядь, разгоняйся. Песок набирается в эту. И все. Давай, блин. Да что за хрень, блин. Нифига не едет. Как эти люди катаются на картонках там с пустыни? В пустыне, я не знаю. Не поехала. Даже вот со скоростью песка не хочет ехать. Вон сколько пробороздил. И ни хрена. Короче, дурацкая затея. Хотя вот так вот кажется, вот песок как сыпется, да? Должен ехать. И ни хрена не едет. Это надо, наверное, ездят на скейтбордах по песку. И, наверное, кроме скейтборда ничего другое не поедет. Почти полгоры протолкал. И толку. Пока не жарко. Хотя 11 часов, я думал, что будет уже под 30-ку. Пыль-то в глаза. Я ж на краю бархана сижу, и получается, как бы с гребня сдует прямо в глаза. А все равно хорошо, я не знаю, мне пустыня нравится. Виды красивые, мне очень нравятся барханы, поэтому я здесь проведу подольше времени. В тишине, спокойствии, никого нету. Классно полицезреть на барханы. Пойду вон еще там вот пройду. А чувствуется пустыня? Вот чуть-чуть походил, все. Губы сразу. Вот здесь у кромок уже все потрескалось. Горло прям такое раздирающее. Без воды слюну глотаешь, которой нету. И так как будто с песком туда проходит. Вообще очень быстро высушивает организм, моментально. Минут 40 полюбовался тут этой красотой в одиночестве. Надо спускаться с этой красоты. Долго тут все равно не пробудешь. Надо ехать. Слишком дальний путь на сегодня. Я решил хоть бегом сбежать отсюда. Вот так вот. Скоростной спуск. Ой, блин, с этой стороны бархан твердый. Ладно, надеюсь, будут еще в моей жизни барханы. Попробую еще раз. Вот это классная дорожка. Я люблю, когда никого. Такой постапокалипсис.
зеленая. Система поливов. Вдоль дороги видно проложены трубки черные. И где-то в низменности они берут воду. И вот тут уже появились машины и какие-то предприятия. Все время повороты, повороты. Похоже, вот добыча нефти. Здесь уже даже что-то вроде города. Но это предприятие. Здесь несколько заправок. Мне где-то налево, но я сначала еду на заправку. А так дорога еще идет вдоль пустыни, вот если прямо ехать. Так, сейчас посмотрим, что здесь с заправками. Заправляют не мотоциклы. Так, ну что, опять танцы с бубнами были. Минут на 20. Выдали чайник. Взял 7 литров. Компьютер пишет 3,5 литра расход. Ну, я, исходя из этого, и вычислил, что типа 7 литров. Получается, что расход где-то около 4 литров. Компьютер, короче, вообще неправильно показывает. Когда по горам ехал, показывал 3,2, а реально оказалось 2,5. Сейчас показывает 3,5, а реально 4. Потому что сюда еще литр, а то и 1,5 тоже влезло бы. Я нифига не понимаю, что он говорит. А потом понял, он говорит спасибо. Ой, блин. И говорит, и хорошо. Да, и русскоязычные страны близко. Легкий перекус на обочине. Ветчина осталась. Хлеб. И персики. И впереди дорога неизвестности. Мне еще до населенного пункта километров 300. Мне надо поворачивать налево. И по моему навигатору через 160 километров дорога закончится. Но по снимку со спутника она есть. Только местами заметена песком. Если этой дороги нету, то в объезд вдоль всей пустыни надо проехать. До Аксу получится отсюда километров под 700. Это капец. Я в середине пустыни нахожусь. Дороги куда-то идут, но не туда, куда мне надо. Google показывает, что так можно проехать. Но по снимку со спутника посередине есть участок, который полностью заметен песком. Все категории снимков, которые у меня есть, все показывают, что она занесена песком. Очередной пропускной пункт. Блять, короче, какой-то штраф, походу, мне платить надо. Он мне какую-то фотографию показывает моего мотоцикла. Типа нарушение какое-то или что. Тут выдают штрафы всем направо-налево. Походу, где-то у них камера стоит. Практически все, почти всем. Нихау. По-русски не это. Байлосы. Байлосы. Тоже штрафы получили. В общем, не только я, все эти люди, всех, что здесь стоят, и машины, и мотоциклы, все нарушили скоростной режим. Я с ними поговорил, они говорят, да-да-да, нам то же самое. Показали какую-то фотографию, где-то в каком-то месте они камеру поставили. Короче, путешествие ожидается долгим сегодня. Блин, я, короче, еду, распрягаюсь. Как все прошло, а камера, оказывается, не включилась, блин. Я не знаю, выписали мне штраф или нет, потому что у всех этих мотоциклов и машин он собирал документы. И что-то там в будке оформлял. Я смотрю, они пошли, забрали свои документы. Я пошел к этой будке, блин, даю ему эти свои документы. Он на меня смотрит, говорит, едь давай, go. Я не знаю, выписали мне штраф или нет. Штраф на месте все равно не платится. Он приходит по месту регистрации мотоцикла. Мой мотоцикл зарегистрирован на фирму, поэтому я все эти штрафы увижу только когда приеду. Так что для меня это остается загадкой. Я у этих чуваков спросил, говорю, вот дорога налево, на Аксу по ней можно приехать? Он говорит, да, но эта дорога плохая. Мы поедем по дальней. По дальней отсюда 700 километров. А по этой, по которой я хочу поехать, по ближней, 440. Какой-то шлагбаум стоит. Получается, что, наверное, нельзя проехать по ней. Аксу. Ага, Аксу. Ага, пропускает.
сюда никто не ездит. Ну, раз он открыл, то, наверное, он предполагает, что я доеду до Аксу. Посмотрим, блин, чем это закончится. А я легких путей не ищу, мне интереснее по короткой. А проехать надо, чтобы вот узнать, на самом деле ее замело песком, километров 200 надо. И так у меня уже ночевка в пустыне, потому что без 15:03 в итоге. Со всей этой вознёй на заправке, пока пообедал, со штрафами разбирались. Впереди то ли песчаная буря, то ли там влажность такая, или там дождь идет, непонятно. Я слышал раньше про эту дорогу, что вот китайцы сделали дорогу, озеленяют ее, с двух сторон будет лес расти через пустыню. И вот они, трубы стоят, периодически подкачивающие насосы и будки такие сделаны, скважина пробурена, и там основной насос стоит, из земли качает. Но такое ощущение, что этот проект провалился у них. Потому что явно видно, что это не работает. Даже вот эти вот передатчики, где солнечная панель, это значит подкачивающий насос стоит. И там передатчик стоит. От некоторых передатчиков уже провода отрезаны. И вот такой вот узел стоит тоже от солнечных батарей. Видно, что пробурена скважина. Оттуда идет забор воды и дальше по этим трубкам расходится. Но судя по тому, что тут остались расти только колючки, походу проект провальный. Либо просто деревья не хотят расти. Хотя вот здесь вот похоже, что насосы еще подают воду. Все зеленое. Либо эти пустынные кусты сами как-то с этим справляются. Я что-то не выдержал, решил посмотреть, что там внутри. Ну, у них у всех открыты вот эти люки. Здесь насос стоит. Только вопрос, работает он. Тишина. Ничего не качает. Но выглядит как-то мертвенько. Хотя тут вот эта штука, ну, вся подключена нормально. Не знаю, может в какой-то момент все-таки они работают, но сейчас нет. Тяжелая дорога. Жара выматывает. Прям выматывает, высушивает. Хоть ты куртку одевай. Выветривает быстро влагу. Пью воду с солью. Решил остановиться, фисташек поесть. Еду по 50 километров. Потому что устаешь быстро. Я скорость держу примерно там 115-120 по спидометру. Потому что боюсь ехать быстрее, будет больше расход. Думаю, вдруг эта дорога все-таки не проездная. Потому что машин, блин, нету. Потихоньку пустыня преображается сама. И уже видно, где-то близко скоро закончится. Ветер оголил эти корни деревьев, и они погибли. Сдул песок с них, появились корни, и все. А такие стволы толстые были. Вот тебе и кустарник, да? У кустарника такие толстые стволы. Увидел какую-то смотровую. Решил заехать, посмотреть, что это такое. Как это сверху выглядит. На кемперах туда путешествовать. Как раз и тенек есть. Тут, кстати, можно и ночевать. Неплохое место для ночевки. Тут какое-то заведение даже есть. Ну, такое ощущение, что это дорожная служба какая-то. Или служба этого парка. Потому что раз он несен колючей проволокой, то, скорее всего, это какой-нибудь национальный парк. Заодно и перекус сюда взял. Тут, похоже, кто-то ночевал даже. И табуреточка есть. Слушай, я, наверное, тут останусь на ночь. Хороший вид. Вымерший лес. Вот что я хочу сказать. Но место для ночевки хорошее. В ту сторону тоже такая же жесть. Что-то я не хочу никуда ехать. Тут хорошо.
Вид хороший. Стульчик есть. Палатку можно прямо здесь поставить. Решил тут остаться ночевать. Тут была такая куча мусора, какая-то куртка валялась. Выкинул все. Сейчас еще подмету. Вон мусор просто вот туда сгреб ногой. Жалко веника нету, блин. Я бы тут всю территорию подмыл бы. Я, блин, люблю порядок. Я не могу, блин, в мусоре отдыхать. Пришло время подтянуть цепь. Я ее первый раз подтягивал где-то на 2000 пробега. Можно и не трогать, но чуть-чуть болтанка есть. Я ее просто слышать начал. Второй раз я подтягиваю цепь на 8500. В принципе, нормальная цепь. А я думал, может ее сразу поменять на дзидовскую. Вряд ли она 20 тысяч отходит. А потом думаю, да ну пофиг. Даже интересно стало, сколько китайская цепь отходит. Хотя мне сказали, что это из китайских цепей, которая здесь стоит. Я не помню, как она называется, типа хорошая. Ну вот и посмотрим, интересно, сколько отходит. Пока показатели нормальные. Первый раз на 2000 подтянул, и второй раз на 8500. Ну, так и не сказать, что она тут сильно провисла. Еще можно ездить. В объектив видеокамеры это все, конечно, выглядит так страшно. Но на самом деле мне здесь нравится. Вот реально какое-то место, как будто это постапокалипсис. Что-то случилось с миром, перезагрузка какая-то.